Здравствуйте, друзья, это Анапа. Меня зовут Александр, и живу я в Анапе, рассказываю об Анапе и то, что со мной произошло за прошедшую неделю, ну или несколько последних дней, как получится. И сегодня у меня очень много интересных тем. Это и начало съемок проекта Мальвины Третьяковой «Чудеса в рабочем порядке», где я принимаю участие, самое непосредственное теперь уже. Это и мое сотрудничество с мультимедийным информационным центром «Известия» и репортаж, который я снимал с ученым Каляевым и водолазами на пляже, тоже расскажу поподробнее. А что еще? Наши посиделки в клубе позитивного общения. Новости об Андрее. Он собрался ехать в Питер. И я думаю, это не все новости, и много-много всего интересного еще будет в этой трансляции. И я думаю, вы еще мне зададите интересные вопросы. И вот уже первый зритель — это Алексей из города государственного преступника, о чем он вот написал в нашем чате. Итак, как вы знаете, я человек увлеченный, и в последнее время, вот уже на протяжении 23-24, 2 лет, пошел третий год моего увлечения кино. В настоящее время идут съемки репетиций проекта режиссера Мальвины Третьяковой «Чудеса в рабочем порядке». Ну, вот уже это 4-й курс Мальвины Сергеевны. Она каждый раз набирает новых ребят. В основном она работает для молодежи, обучает их. Ну и мы уже актеры в годах и обладающие массой свободного времени, конечно, ей в этом помогаем. Так сложилось, что в этом проекте, когда уже Мальвина приступила к съемкам репетиций, у одного нашего актера, который играет главную мужскую роль в этом фильме, произошли некоторые семейные обстоятельства, и он не смог принимать участие в репетициях. Поэтому попросили меня. Я сначала не согласился, потому что по сюжету персонаж Алексей, которого играл Петр, должен играть Петр. Он моложе, у него молодая жена, 2 детей, подростки. И поэтому я говорю, да не, я по возрасту не подхожу, поэтому я... Алло. Алло. Как твои съемки идут? Съемки, говорю, идут прекрасно. Я сейчас провожу прямую трансляцию, поэтому, ты как бы в эфире, поэтому говори, что хотел. Я хотел спросить, как насчет продолжения интервью? С другими участниками.
хорошо. Да, но мне там по картинам я же ничего не сказал. М. Ну, Еще, ну еще одно обговорим интервью или... потом. Сегодня я не могу, потому что вчера тоже был на мероприятии, и сегодня много домашних дел накопилось. Потом, может, как-нибудь. Ну, хорошо. Просто мы сегодня там с Антониной будем после 2. Я Угу. же имею в виду, если что, подруливай. Хорошо, ладно. Посидим, пообщаемся, Угу. попьем чая и, может быть, что-то сварганим. Все, Угу. давай. Все, пока, спасибо. Так вот, и я сначала не согласился играть эту роль и пригласил Алексея Филатова. Это фотограф наш, который входит в клуб позитивного общения, в группу, арт-группу «Вне рамок». Он тоже пишет картины, принимает участие, но это не его основное занятие. Очень такой творческий, позитивный, молодой, энергичный человек. И я его привел на одно из занятий показать Мальвине Сергеевне. Он, конечно, с энтузиазмом воспринял мое предложение. Мальвине Сергеевне он тоже понравился как типаж. Но когда стали выяснять временные рамки наших репетиций, оказалось, что у Алексея, ну, вернее, у персонажа Алексей 11 съемочных дней, а съемочный день, он исчисляется, как правило, 12 часами. Ну, в нашем случае у нас не так строго, у нас поменьше, но тем не менее, все равно это не 2, не 3 часа. Я говорю, ну, в таком случае я подстрахую. Если что, я все равно подстрахую, если вы не найдете никого, другого актера. Другого актера искать не стали, и я стал заменой Петру. Вот. Первый съемочный день у нас состоялся, так, сейчас скажу, это было воскресенье. Календарик гляну. Да, это было воскресенье, 12 января. Снимали мы сцены на квартире, снимали 3 сцены. На каждую сцену отвели по 2 часа, и 1 час заложили как бы вот сверх нормы на всякий случай. Ну вот получилось 7 часов смена. Приезжало телевидение наше, анапское, Анапа регион, и я думаю, наверное, сегодня этот репортаж уже вышел со съемочной площадки. Я еще не смотрел, не проверял, может быть, вот даже сегодня, когда начну обзор живых новостей, и мы посмотрим, что там на пляжах делается, а там полный кошмар. Может быть, заглянем, посмотрим вместе. И начались репетиции. Мы собрались на квартире. Почти все наши актеры. Ну, обычно, когда идут съемки, все, кто свободен, не только кто занят в сценах, но и свободные актеры, они приходят и помогают тем или иным способом. Кто-то там что-то принести, унести, кто-то там подсветить, перенести осветительный прибор, кто-то там за реквизитом наблюдает. Ну, в общем, всегда находится какое-то занятие на съемочной площадке. У нас же нет штата какого-то. Мы сами снимаем и сами же и руководим, и участвуем в самом съемочном процессе. У меня была одна сцена. Она была достаточно интересной.
И вообще этот персонаж Алексей, он такой в сложной жизненной ситуации. Он развелся с женой, но поддерживает хорошие теплые отношения со своими детьми, подкидывает им денежку. Ну, подросткам всегда нужны денежки. Старается таким образом как бы поддерживать свой авторитет, но тем не менее страдает от ситуации расставания, разлуки. И наступает такая ситуация, когда его младший сын предпринимает попытку суицида, старшая дочь пропадает вдруг из дома, теряется, и, конечно, жена обращается к своему мужу, и вот у него появляется возможность как-то себя проявить, доказать свою нужность. И вот мы снимали сцену, когда персонаж Алексей приезжает в квартиру Марины. Марина — это главная героиня, персонаж. Играет ее Катя. Ну, тоже интересная такая женщина, актер. Тоже уже неоднократно занятая в проектах Мальвины Сергеевны. И у них происходит такой диалог, когда вышедшая из себя Марина предъявляет, в общем, высказывает Алексею все, что она о нем думала, что у нее накипело. Вот она там бегала, размахивала своими кулачками, сверкала своими глазами. Мне было очень интересно и приятно работать в паре с Катей. Я даже ей комплимент сделал. Я говорю: Катя, в гневе ты прекрасна. У меня, конечно, была задача попроще. Я никуда не бегал. Я стоял просто в коридоре и выслушивал ее претензии, что-то говорил, чем-то оправдывался. Тоже на нее наезжал, так скажем. Там очень много было таких эмоций. И самое это сложное, что эти эмоции мне нужно было сыграть практически только лицом, только мимикой, потому что других каких-то способов... там, правда, у меня еще был телефон в руке, и я как бы звонил и не мог тоже дозвониться, и был еще рассержен, что не проходит звонок. Это единственная была манипуляция вот с предметом. Я там предлагал что-то еще, чтобы герой мой взял в руки, там какую-нибудь вазу, которая бы символизировала хрупкость отношений, да, то есть он взял вазу, и на подсознательном уровне зритель бы понял, что да, вот вообще вот отношения, они очень хрупки, как вот этот какой-то там, да, горшочек, вот урони его, и он разобьется вдребезги, и не соберешь частей, и не соберешь его обратно. Вот, но решили отказаться, и в квартире, где мы снимали, там вообще было мало всяких предметов, всякого реквизита. По крайней мере, я не увидел никакого горшочка, никакой вазы. Да и в коридоре она как бы неуместна. Так что было очень интересно, увлекательно. И меня ждет еще 10 съемочных дней. Следующий съемочный день у нас будет 26-го. Там моему герою станет плохо, у него будет сердечный приступ, он упадет, и вызовут врача. В общем, есть что играть. Конечно, к концу фильма герой у меня преобразится, изменится. Он станет ближе к Марине, станет ее поддерживать. Она журналистка, пишет статью. Он никогда не ценил ее таланта. И вот эти произошедшие с детьми, в общем-то, в их спасении
было обыкновенное чудо, так скажем. И эти чудеса, они постоянно проявлялись вот по ходу этого фильма. Почему? Причем просто в быту. И поэтому фильм и назван «Чудеса в рабочем порядке». И к концу фильма он понимает, что чтобы любить человека, оставаться с ним, нужно просто принять его таким, какой он и есть. Ну, это, в общем-то, не удивительно, и это для меня никакое не открытие. Я по этому принципу живу уже давно. Я неоднократно рассказывал о книге «Человек в поисках смысла» австрийского психолога Виктора Франкла, поэтому мне это очень близко, и вообще теорию Франкла я считаю истинной, так скажем, в психологии. Вот такой был интересный съемочный день. Ну, я рассказал, что нас снимало телевидение, и мы потом, может быть, заглянем, посмотрим, может быть, сегодня, даже сейчас этот репортаж увидим. Так. Ну, Алексей пишет, что 7 марта он уезжает на соревнования. Я желаю тебе, Алексей, успеха. Как всегда, ты выступишь блестяще, я думаю. Я смотрю, ВКонтакте ты выкладываешь свои фотографии. Они очень интересны, они наполнены жизнью. Побольше тебе активности в этом году. Но я вижу, ты уже вот так и продолжаешь в том же духе. Буквально в понедельник, нет, даже не в понедельник, а вот 12-го, нет, когда? В общем, в начале недели ко мне опять обратились с СМИЦ «Известия», мультимедийный, я все забываю, как расшифровывается, мультимедийный информационный центр «Известия», с просьбой взять интервью у ученого Каляева, который здесь работает в Анапе. Он работает в институте Сколково и занимается здесь как раз по испытанию способа уборки мазута из воды, из берега с помощью полипропиленовых сетей. Я помню, мы накануне договаривались с продюсером «Известий», а на утро я уже был готов, собран. Ну, что у меня там? Вот фотокамера, штатив, диктофон, микрофон петличный. В общем, все у меня было, там зарядки всякие, ну, целый рюкзачок накидал. Позвонил ученому, вообще съемка предполагалась в Витязево на пирсе, но по счастливой случайности из-за, так скажем, предложения МЧС они перенесли это мероприятие в город и снимали, вернее, и работали на пирсе здесь, на центральном пляже. Поэтому я утром созвонился с Каляевым, Владимир Юрьевич его зовут. Он оказалось, где-то здесь находится прямо вот в нашем районе, и мы договорились встретиться возле спортмастера. Я вышел, он меня захватил, и мы поехали к морю, в район Голубые Дали. Это здесь вот сразу за Анапкой. Там уже стояли МЧСники Кубань-Спаса. Стояли сети, я там подснял эти сети, ну, сделал хороший такой репортаж. Утро было, вообще день был такой хороший, солнечный, но дул холодный ветерок, и даже на море в Лужицах был лед. И на сетях
тоже был лед, и я там еще подснял такие красивые кадры, когда вот сеть, и на ней вот эти вот льдинки. Взял интервью у этого ученого, и потом мы переместились на пирс, где водолазы Кубань-Спаса должны были спуститься на морское дно с пирса и осмотреть его на предмет мазута. Мазута не увидели, мазута много. И они вытащили 2 крабов, больших крабов, ну, размером с ладонь. И я тоже их подснял, и Каляев сказал свою такую небольшую речь горячую, что люди, что вы делаете, берегите природу. Даже удалось взять интервью еще у водолаза, у одного. Вообще там от Кубань-Спаса был на берегу мужчина, ну, руководитель как раз этих всех работ. И еще там один был человек, который сказал, а нас снимать нельзя. Вот, знаете, вот это вот всегда убивает журналиста, когда вдруг говорят, что они там занимаются сверхсекретной какой-то деятельностью, и снимать их нельзя, если можно, только со спины. Вот, представьте, что я испытал, какое удовлетворение, когда вдруг водолаз, только что вышедший из воды, согласился дать мне интервью. Я быстро-быстро на него нацепил петличку, прищепкой зацепил. И он такой сказал несколько слов, вот какая задача им была поставлена, что он видел на дне, про крабов этих рассказал. Ну, я им сам задал этот вопрос, потому что, ну, как бы вот крабы, это, можно сказать, такая отдельная тема. Поэтому день прошел у меня очень хорошо, плодотворно. А накануне продюсеры «Известий» мне тоже звонили, нужно было взять интервью у девушки. Вы, наверное, тоже видели это вирусное видео, где девушка стоит, волонтер, с коробкой. Ну, или коробка у нее, или просто она лебедя держит, а лебедь ей положил свою длинную шею на плечо. И девушка плачет, и лебедь как будто бы тоже плачет, и очень благодарен человеку за то, что человек спас его. И вот нужно было найти эту девушку, я согласился, но из-за того, что эта девушка, у нее там, она не могла подобрать время для интервью, и поэтому, мне нужно было идти на занятия к Мальвини, к нашему режиссеру. Поэтому, ну вот я написал, что извините, я ждал, но вот не могу больше ждать. Хотя обещали, в общем-то, конечно, заплатить, и заплатить неплохо. Кстати, за съемку ученого Каляева, вот мы переписываемся, да, с этим, с продюсером, ну, женщина-продюсер, переписываемся там все, и потом я пришел, когда отснял все, все это выложил, переправил туда, и следующее сообщение, которое я получаю, сколько с нас? Ой, сколько, ну да, сколько с них? Сколько с нас? И вот тут меня всегда этот вопрос ставит в тупик. Сколько написать? 5, 10, 15, 20. Вот, ну я там циферку написал, и через буквально через несколько секунд мне поступает смайлик. Окей. То есть, ну, все, они согласились на эту сумму. Было, когда, да, я говорил свою сумму, и они говорили, там, начинали оправдываться, что вот, Александр, мы столько не можем заплатить, мы можем заплатить столько-то. Ну, в общем, такой идет как бы торг. Ну, это интересно всегда тоже. Вот. Поэтому, значит, вот я рассказал вам о съемках проекта. Репетиции пока, репетиции снимаем.
чудеса в рабочем порядке. Когда будет сниматься сам фильм, конечно, вместо меня будет играть Петр, и вместо Кати будет играть актриса вообще из Москвы. Но, тем не менее, вот эта вот репетиционная съемка, она будет тоже оформлена в фильм. Почему вот Мальвина Сергеевна снимает всегда фильм, вот репетиции, и потом она делает монтаж, и получается фильм. Вот сейчас все разошлись, да, почти. Остался только один Алексей, и я покажу маленький кусочек из вот уже наших репетиционных съемок. Так, сейчас. Сейчас сначала найду. Так. Внимание. Ну, будет идти музыка. Сейчас я, наверное, музыку отключу, потому что музыка всегда... Так, сейчас где она у меня тут в настройках? Эта музыка идет. Музыка. Это микрофон. Так, а где же музыка? Вот это что ли? Она тут вроде бы как отключена. Ладно, хорошо. Давайте, значит, отключена. Господи, помилуй. Господи, да сколько можно? Неужели так сложно было собрать эту елку? Я вообще-то для вас стараюсь, работаю. А ты не старайся, расслабься. Кто вас кормить и одевать будет, если я расслаблюсь? У нас вообще-то еще папа есть. Так, ну, хорошего помаленьку. Вот так вот мы работаем. Вот как раз здесь была Катя, партнер моя по съемкам. Я на репетиции играю роль ее мужа. Так, ну, еще какие темы? Еще какие темы? Ну, в принципе, Каляев и его полипропиленовые сети были такой подводкой к теме выброса мазута на анапские пляжи. Ну, не знаю, кто как, но лично я считаю, что сезон вообще, конечно, под вопросом. Хотя
Хотя и губернатор Вениамин Кондратьев говорит, что сезон состоится. И приезжала депутат Государственной Думы Останина и говорила, что дети все равно приедут в Анапу, и если не на море, то нужно быстро-быстро создавать инфраструктуру и оздоровлять их в бассейнах, которые должны иметь каждое учреждение, да. Но мне кажется, все это просто погоня за деньгами, за, может быть, еще чем-то. Может быть, она таким образом зарабатывает себе очки. Я считаю, что детей сюда в этом году возить нельзя. Нельзя возить сюда детей. Про Андрея тоже расскажу, конечно. Так, это я читаю. И Джон Сина, привет тебе. Я каждый день наблюдаю за ситуацией на пляже. Есть такой канал Юрия Заровского. Сейчас мы туда заглянем. И наверняка сейчас уже у нас 11:31. Уже люди там работают, и они постоянно выкладывают новую, свежую информацию. Вот 93 новых сообщения. Давайте посмотрим. Кстати, и вчера, может быть, еще была, вчерашняя посмотрим, потому что вчера я тоже отсутствовал, и вечерние новости я не смотрел. Так, смотрим. Это Александр, один из активнейших волонтеров. 4 часа. Возвращаемся с пляжа Кавказ, где мы сегодня с ребятами занимались уборкой пляжа, собирали те фракции, которые вымыло с прибрежной полосы, также что-то выкинуло с моря. Это все старый мазут, он не похож на тот, который был в первые дни, он уже более густой и меньше к нему прилипает песок, то есть его видно сразу, он отличается. Сегодня нам очень хорошо помогла администрация города Анапы, предоставив нам самосвал, также погрузчик, трактор. Прошли от Кавказа в сторону Селены, собрали порядка 25 тонн. Ребята все молодцы, кто откликнулся в этот выходной день спасти наше море. Тем более, что сейчас на море шторм. В этот период очень можно бережно собирать мазут. Он не замыт, он весь лежит сверху в водоплеске. Легко собирается на сдир лопатой. Хотел попросить вас, те, кто ездит по береговой линии на личном транспорте в это время, пожалуйста, воздержитесь от поездок или же ездите вдоль барханов, потому что техника, машины, даже люди, которые гуляют, продавливают грунт, и мазут уходит в толщу песка. Вот. Так, что здесь? Ну, я буду частично смотреть. Сам Азаровский поехал в Москву. Он сейчас там развлекается. Ну, попал человек в Москву, понятно, надо там что-то посмотреть. А вообще он не говорит цель своей поездки, но, так скажем, завуалированно он перед этим в ранее своих выпущенных роликах он говорил, что едет на какую-то передачу, и якобы там он хочет поднять вопрос о спасении наших анапских пляжей. Ну, я подозреваю, что он едет на какое-то ток-шоу, скорее всего. Вот. Ну, не будем останавливаться. Вот он там, видите, мороженое кушает. Вот. Смотрит с высоты на Москву. Это, видимо, Москва-Сити. Так, ну нас интересует пляжи. Закат сейчас в Анапе. Вот вчерашние, да, выложили.
Опять Москва-Сити. Так, морская спасательная служба. Продолжается ликвидация последствий крушения танкеров в Керченском проливе. За вчерашние сутки судами Азово-Черноморского филиала Мосспасслужбы было обследовано более 85,3 квадратных километров акватории в районе ЧС. Загрязнений не обнаружено. Ну, вот эти вот сводки, они всегда у нас формируются по принципу не навести панику, чтобы в людей вселить надежду, что все будет хорошо. Вот такие успокаивающие, терапевтические вот сводки. Но я считаю, что на море, на пляжах анапских сейчас вообще очень сложная обстановка. И то ли еще будет, потому что гигантское количество мазута еще остается на дне, и самое страшное начнется в марте, апреле, мае, когда температура воды будет повышаться, мазут будет подниматься, таять и снова выбрасываться волнами и ветром на берега. Ну, куда уж принесет, непонятно, но по карте подводных течений больше всего в этом смысле будет подвержено побережье Анапы, Новороссийска, ну а также и Крыма тоже. Вот смотрите, 18.01 видите, как было, и 19 уже откачали. Это вот как раз акватория закрытой бухты у кормы танкера «Волга-нефть» 239. Вот так вот очищают. Ну вот я думаю, на картинке видно, даже текст можно не читать. Сейчас огромное количество информации идет как раз с этого объекта. Вот прошли шторма, и вокруг этого танкера сейчас насыпали такую искусственную насыпь. И, в общем-то, я думаю, она пережила шторм, поэтому все хорошо закончилось, продолжается откачка. Ну, вернее, не сама откачка, а подготовка к откачке. Сейчас мазут разогревается до рабочей температуры 45 градусов, и как только мазут приобретет такое жидкое состояние, его начнут откачивать в специальные емкости, цистерны для перевозки. Ну вот видите, в основном вся информация идет оттуда. Готовимся к встрече с птицами правильно. Во всех центрах по спасению и реабилитации птиц строго следят за мерами безопасности. Вот девушка показывает, как нужно надевать костюм, потому что птицы, они тоже замазучены. Дельфинов, видите, стали замечать дельфинов. И это, конечно, радует, поэтому сразу снимают, выкладывают. Ну, тут некоторые еще есть такие и реклама, и канал уже он не специально создан для освещения этой катастрофы. Вот. Но сейчас это одна из тем. Просто люди здесь, в том числе и я, смотрят за этим каналом, чтобы вот именно не пропустить что-то важное по информации с наших берегов. Роман Старовойт. Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера «Волга-нефть» 239. Видите, я вам сказал, что готовится, оказывается, уже откачивают. Вот.
Мазут в кормовой части прогрели до плюс 45 градусов до достижения пластичного состояния. Для этого наладили работу судовых систем и круглосуточно подавали к танкам пар через машинное отделение. Ну, в общем, стали откачивать, и это уже хорошо. Для транспортировки мазута используют битумовозы, вмещающие в себя от 10 до 20 кубометров груза. Вот. Специалисты приступили к откачке мазута из танкера «Волга-нефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района. Так, в Анапу прибыли биобоны из Тюмени от ООО «Аквамин Технологии» для помощи в ликвидации последствий разлива мазута. Мы сейчас находимся на пляже Динамо. Это Анапа, ДжМТ. Будем помогать устанавливать боновые. Вот боны вот так выглядят. Ну вот что, собственно говоря, наш биобон представляет, с которым мы работаем. Это в рукаве вставлены баклажки. Вот. К рукаву пришито отходы корового производства. Они такие вот разноцветные, красивые. Через сетку овощную фиксируется, чтобы не растрепывалось. На хомуты. Длина метровая. Все это дело. Сейчас будем устанавливать. Вот так. Вот они устанавливают. Все, пошла работа. Начинаем раскладывать боны, сетки. Об устройстве попозже расскажу. Так. Ну, а Юра в Москве показывает красоты Москвы, как там красиво, показывает, что он ест. Говорите, покушать в столовой дорого, а как вам туалет за 600 рублей? Ну что ж, Москва есть Москва. Так. Ну, тут красивые снимки. Море. Вот цвет морской волны, да? Так. Первые 20 тонн мазута откачали с танкера «Волга-нефть-239». Ну, это новости уже федеральные. Ну, правильнее сказать, не с танкера, а из кормовой части танкера. Вернее, не с кормовой, как раз с носовой. Да? Нет, правильно, с кормовой. Потому что обе носовые части, они на якорях остались вместе вот стоянки танкеров в Керченском проливе. Вот они, битумовозы, так вот они выглядят, тоже можно посмотреть. Вообще, конечно, поражает, что люди работают без респираторов.
ранее здесь вот на канале выкладывали инструкцию по работе вот с нефтепродуктами, в том числе с мазутом. И наличие защитных масок – это обязательное требование. Вот по всем нормам, по Санпину. Вот поэтому, ну вот люди пренебрегают, конечно, этим. И это может сказаться, конечно, на состоянии здоровья в дальнейшем. Люди рискуют. У нас люди рискуют, как сказал Гоголь, русский человек не любит помирать своей смертью. Ну, опять тут номера какие-то. Шведский стол отеля Брайтон. Опять там Заровский снимает. Ребята из МЧС благодарят Артура и Гамлета за еду и рассказывают о текущей обстановке на косе Витязева. Давайте посмотрим, что там может быть какая-то интересная. Что, ребята пришли на обед, сидят, кушают. Спасибо Артуру. Как всегда, очень вкусно. Кушают все за обе щеки. Ну что, такая обстановка у нас здесь. Техника работает. Ребята работают. Мешков понагрузили. То есть, видите, работа продолжается, работа ежедневная, а ведь там уже давно убирают. Это все новые выбросы. Новые выбросы, друзья мои. Новая неделя начинается с потепления. Сегодня, видите, плюс 6, скорость ветра 7, осадки 0, температура моря 10. Так. Мы уже поняли, что это действительно пришла к нам беда. Это как инсультом. 15 первых минут они решают все. Вот этот мазут, он не всплывает. Он имеет плотность, сопоставимую с плотностью воды. Все, не отмывается. Драчунья одна. Да что ты мой хороший, сейчас Птица полностью в мазуте. Полностью. До ужаса. Долго мы это волонтерским движением не протянем. Катастрофа. Просто это катастрофа. Я для себя решил, что этот год я купаться мой, наверное, не буду. Анапа живет совершенно обычной жизнью. В городе очень много туристов, много людей, кафе все забиты, музыка играет. И это на самом деле крайне удивительно, потому что мы пройдем сейчас буквально несколько сотен метров, и там нам откроется совершенно другая картина. Там идет настоящая битва за пляж, за море и за ценный песок. 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение 2 танкера с мазутом на борту. Общий объем нефтепродуктов на 2 судах составлял 9200 тонн. Из них, по оценкам Минприроды, в море попали 2400 тонн. 17 декабря мазут течением начало выносить на берега Анапы и Темрюкского района на территорию протяженностью 63 километра. При этом сколько мазута вынесло, а сколько осталось на дне и в толще воды, оценить пока никто не берется. Как и то, где и когда случится новый выброс. Пятна дошли уже и до Севастополя, Керчи, Ленинского района Крыма, Евпатории. Контейнеры с оставшимся мазутом до сих пор лежат на дне вместе с затонувшими танкерами. Из-за шторма поднять их или произвести откачку пока не удается. Мы занимаемся кайтсерфингом, и как раз пришел западный ветер. Это с района Тамани. Мы приехали с оборудованием и решили покататься, потренироваться. Ну, почувствовали сильный запах, еще не доезжая до Пионерского проспекта. Тут где-то в районе 500 метров от берега резкий запах бензола. Выйдя на берег, мы обнаружили просто ужасающую картину. Еще людей не было, это было утро. Весь берег был черный. На удалении где-то 200 метров от берега стояло огромнейшее пятно.
Мы подумали, что это, ну, как бы возле берега мазут, там дальше может тина, черная вода. Ну, когда рассвело, мы уже поняли, что это действительно пришла к нам беда. На данном участке слой первичный мазута доходил до 30 сантиметров и ширина от береговой линии 50-70 метров. Пляж «Динамо» вот буквально вчера только убрали под ноль. Здесь не было ни капли мазута. Сегодня шторм, дождь и снова весь пляж черный. Нанесло мазута. И вот смотрите, выносит большое количество замазученной медузы на берег. Как собирается мазута? Да, это у нас свежий мазут. Значит, ну тут сложного ничего нету. Скатываем его в такие вот колбаски приблизительно. Если уже у нас какая-то большой, да, участочек, мы его разбиваем. Лепешечку эту сюда. Я так понимаю, задача еще максимально не захватывать песок. Да, совершенно верно. Песок очень ценен. Один человек сможет очистить за час где-то квадратов 10. Что теперь происходит с мешком? Смотрите, мешок просто закручивается, там кто-то завязывает его, и вот таким вот движением мы его... О! Спотыкнулся. Закинули туда его. Ребята, это которые собрались с прибрежной зоны, они сразу закидывают лопатами ему в ков. Да, это вот самая такая продуктивная технология. Если бы стояло бы 10 тракторов на этом участке, да, мы бы намного быстрее бы каждый день собирали. Спустя 10 дней после разлива был введен региональный режим ЧС. Вся загрязненная территория была поделена на 42 участка, и за каждым участком закреплен отдельный муниципалитет. Вот, допустим, за этот пляж отвечает Ленинградский муниципальный округ. Что это означает? Что из этого округа приехали люди, представители администрации, культурных учреждений, образовательных учреждений. Они здесь работают как волонтеры, и они должны были привезти еще с собой свою технику. То есть убрать вот этот пляж – это их зона ответственности. Погрузчик наш, с нашего района. С нашего района есть еще самосвал, который тоже постоянно закреплен за этим участком. Вот такой техникой работаем. Почему так мало? Ну, если бы каждый муниципалитет привез сюда не по одному там самосвалу, да, а побольше, то и убирали бы все быстрее. Понимаете, каждая территория индивидуальна. У нас более сельскохозяйственная. Техники много. КАМАЗы, сельхозники, они по песку не проходят, ее много, и люди готовы ее предоставить. Здесь специфика такая, что нужны самосвалы с высокой проходимостью, трехосные. Их на самом деле в сельскохозяйственных районах не так много. Ну, что сказать, очень интересный, конечно, репортаж, его надо обязательно посмотреть. Он длится более получаса, поэтому не будем его сейчас на нем останавливаться. Мажипсин только что 9:21, но это сегодня уже, сейчас 11:53, но тем не менее вот сегодня утром выглядел вот так. То есть вот эти черные пятна — это мазут. Это более-менее такие большие блямбочки, но говорят, что очень много еще и мелких. Так, это опять Юра в Москве, Азаровский. Ну, что пишут люди? Вот давайте почитаем в комментариях. Пишет: блямбу убрать одну и норм, отлично. Да уж, долго еще будет выносить мазут, много убирать и убирать еще. Не одна, там этих лепешек много видно. Уже начали убирать, кто-то пишет. Когда смотришь на этот почти чистый пляж, появляется надежда на лучшее. Огромное спасибо волонтерам и всем, кто помогает убирать мазут. Низкий поклон вам от всей души, пишут люди.
Но понятно, что это, конечно, радует. Но бывают случаи, когда вот буквально чистый пляж, но стоит там где-то копнуть лопатой, и некоторые волонтеры проводят эти эксперименты и натыкаются просто на большие слои, большие пятна фракций вот этого мазута, которые вот потом приходится, естественно, из песка изымать, помещать в мешки. То есть то, что пляж выглядит чистым, это еще не значит, что здесь мазут лежит только сверху в виде маленьких блямбочек, пятен. Вполне можно допустить, что если где-то копнуть в каком-то месте, можно наткнуться на большой кусок мазута, на большой пласт. Потому что море, оно постоянно неспокойно. Здесь, кстати, проводили эксперимент и копали рвы вот, вдоль береговой линии, и эти рвы спокойно замывает. Вот сегодня вы прорыли ров, ну, глубиной, допустим, 50 сантиметров. Кстати, докапываются уже до почвы, до ила, то есть уже кое-где песка на пляжах так мало, что уже вот там копнул, и там уже все, первозданный, как говорится, берег. Вот. Так вот, их вот эти вот рвы замывает за один ночной шторм, и как будто бы ничего нет. А если этот ров теперь покопать на глубину 50 сантиметров, что вы думаете, там мазута нет? Как раз мазут туда и попал, наверное, как в ловушке, потому что ров, понятно, это углубление, а мазут, он же всегда опускается на дно, в воде он тонет, поэтому вот эти вот рвы, конечно, они могут превратиться просто, и, наверное, превращаются как раз вот в такие сборники мазута, которые потом, опять же, песком из моря замывает, и вроде бы вот такой же бережок получается гладенький. А что там внизу? Кто этот ров будет проверять? Когда теперь кто наткнется? Как он проявит себя летом, когда песок прогревается? В общем, вопросов очень много, и это просто вот трудно себе представить, что будет летом. Вот такую защиту пробуют. Вот видите, тоже вот полипропиленовая пленка, вернее сеть. Ее просто укладывают вот так вот. Я понимаю, что она, наверное, хороша, когда небольшой прибой, но в шторм, наверное, я не знаю, насколько эффективно. О, смотрите, здесь просто огромная, смотрите, просто огромный участок. Но, опять же, друзья, если помнить, что у нас загрязнено более 50 километров побережья, именно песчаных пляжей, про галечные каменистые пляжи даже, знаете, и сейчас и речи нет, и никто, видимо, туда особо и не суется. И хорошо бы было знать, что вот этот мазут сейчас вынесет, который здесь у берега где-то катается в виде таких колбасок. Вот. Но когда вспомнишь, что там еще 3 части танкеров полных мазута, к которым даже еще не приступали к подъему, и даже, наверное, еще и не знают, как это сделать, потому что нужно поднимать или сами эти танкеры, ну а уж откачивать на глубине 20 метров мазут, как его там разогревать. Я думаю, конечно, сейчас ученые там работают над этим, но, знаете, это очень все сложно. А это уже центральный пляж получается. Судя по вот этим вот спасательным вышкам, да, на центральном пляже
наши курорты Анапы пробуют вот такую защиту. Ну я показал это, да, на центральном пляже. Опять сводка МЧС России, очищено столько-то, столько-то, но это все можно прочитать. Я в эти реляции не особо, так скажем, беру их во внимание. Отчитаться всегда можно, и большими цифрами можно произвести впечатление, но что будет дальше, никто не может сказать. Вот как раз рассвет над мысом Панагия. Эти кадры сделаны утром 20 января, то есть сегодня. Акватория внутри закрытой бухты полностью очищена от мазута. В прибрежной полосе вдоль вала вокруг кормы Волга-нефть 239 есть участки, где еще предстоит убрать нефтепродукты. Работы здесь идут круглосуточно. Вот интересно, сделали такой заливчик искусственный. Вот теперь будет такая достопримечательность потом, когда этот танкер... Ну, наверное, его, конечно, куда-то будут буксировать. Я не знаю, не будет же он здесь, наверное, стоять. В принципе-то он плавать-то может. Вот. Его же сюда именно таким образом и прибило. Откачка с кормы танкера «Волга-нефть» 239 продолжается. Ну, прочитаем, что там пишут в комментариях. Как можно было эту рухлядь выпустить в море? Преступление, преступление, преступление века. Настоящее убийство всех морских отравления воды, внутреннего моря. Нужно начинать откачивать с утопленных частей судов, вот пишут. Типичная диверсия, кто-то написал. Ну, тут можно много чего прочитать. Люди иногда просто не стесняются в своих выражениях. Вот, поэтому мы этого делать не будем, но если вы захотите, сами можете прочитать. Вот такие, друзья, дела. Ну, давайте еще. И что я там еще хотел? Посмотреть, может быть, вышло на Анапе Регион сюжет о съемках нашего фильма. Значит, Арчими приветствует. Привет. Джон Сина, смотрим тебя с другом Тером. Тебе привет от него. Тер, привет. Юрий Полуполтинных, привет из Краснодара. Смотрим и слушаю. Игорь Четинский, приезжай на родину, пишет. Игорь, обязательно когда-нибудь я приеду. Хочу, конечно, Читу посетить. В смысле 3 танкера? Было же 2. Я сказал не танкера, а 3 части танкера. То есть 2 танкера разломились пополам. Одну часть вот прибило к мысу, и 3 части затонули. Вот. Тоже есть видео, где значит, один чиновник рассказывает, как раз вот Морспасслужбы рассказывает, в каких местах затонули эти части танкеров. Они там лежат, и их еще предстоит поднять. Давайте сейчас я зайду, ну, не буду включать пока, зайду на YouTube. YouTube у меня работает, как вы знаете. Ну и у вас, раз вы меня смотрите. Вообще вы красавчики, друзья, раз вы смотрите меня на YouTube. Вы просто замечательные люди, продвинутые. Так, смотрим. И меня интересует, что Анапа регион, да? Сейчас я набираю. Не там я набрал. Так, сейчас мне надо выйти на главную YouTube. И здесь уже набрать Анапа регион. Анапа регион. Нет, последнее только вот у нас 17-го. Ну, есть, конечно, здесь вот... кстати, здесь вот, да, опять же, на канале Азаровского. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы посмотрите видеосюжет от нашего дорогого читателя о том, что происходит у нас под водой. Пускай он обо всем об этом расскажет. От вас просьба, подпишитесь на его телеграм-канал, на мой. Черного моря, всего Витязева, центрального пляжа. Выброса здесь не будет больше. Если, конечно, со стороны откуда не придет, то здесь выброса уже не будет. Море
Само дно, оно очень плавно уходит на глубину. То есть я отошел вчера в глубину 350 метров, примерно от берега ушел. Там глубина всего лишь составляла 5 метров с небольшим. Очень плавно уходит дно, поэтому медузы, все присутствует. Там абсолютно чистенько. Сам песок, море под водой, он очень плотный. Он как бетонная стяжка, туда ничего не зашло. Я даже пытался ковырять, очень тяжело, но там ничего нету. То замечательно. Есть уже один точно вычищенный чистый пляж, как берег, так и под водой. Конечно, на пляжах работы остается еще очень и очень много. Хотелось бы, чтобы она закончилась как можно быстрее, но по факту еще очень много мелкого мазута в песке, который нам придется очень долго просеивать. Но надеюсь, что скоро появится механическая техника механическая, как я заговариваюсь, и будем убирать. Здесь же мы видим, что есть мелкие ракушки, крабики, отшельники. Сказал, что мазут здесь был. Видите, что на шнуре мазут присутствует, это вот какие-то там буйки крепились там или еще что-то, значит мазут был вот именно в этих местах, так как испачкал его, да. При этом видите, что в принципе нигде его больше нету. Жизнь самое главное, что еще есть, там дальше вы видите и медуз, и рапана, и это не может не радовать. Так же самое я спросил по поводу запаха, потому что когда погружался еще перед Новым годом Александр, была большая проблема, что очень сильно от воды воняло мазутом. Сейчас говорит, что никакого запаха в принципе не было, костюм у него остался чистым, и это не может не радовать. Ну, в принципе, я с самого начала говорил о том, что у нас дно гладкое, и у нас должно быть все, в принципе, отлично с тем, что, если какая-то загрязняющая вещь попадает, там мусор, будь то там какие-то мазуты, да, которые не цепляются за песок, то их штормами выкидывает, так как у нас действительно вот такой вот гладкий песочек и никаких каскадов из камней, которые бы задержали эту мазутную взвесь, не существует. И это нас радует, потому что, ребятки, мы видим с вами чистейшую воду, насколько она может быть чиста в этих условиях. Рапаны, кстати, это вредители нашего моря, они здесь не нужно, я думаю, для всех работу, чтобы мы видели, что пригодны они для использования. Ну, а мы с вами будем следить за всей этой информацией и распространять ее по сети, потому что если купаться нет, то, конечно же, делать нечего будет вам на нашем побережье. Работы ведутся, и меня это, честно, очень радует. Ну вот посмотрели, да, в районе Витязева вода чистая, дно чистое. Так что действительно это радует. И теперь бы, конечно, еще знать, что операция по подъему и по откачке мазута из затонувших частей танкеров пройдет успешно. Но, к сожалению, вот лично я не думаю, что пройдет все гладко. Будем надеяться. Вот. Так, ну что еще рассказать? Значит, сегодня я рассказал о съемках нашего нового фильма «Чудеса в рабочем порядке» и даже показал маленький отрывочек из репетиционных съемок. Правда, там меня не было. Вот. Сейчас покажу вам, как меня гримируют. Сейчас тоже вот покажу. Как раз есть у меня такая эксклюзивная съемка. Сейчас покажу. И как раз это должно, наверное, попасть в сюжет телевидения, потому что как раз в этот момент вот эта сцена и снималась. Ну, это вот рабочий момент. Так, ой, не то я. Могла пойти. Я уже бабушке, Кате, классной, подругам. Я уже, кажется, всем позвонила, кому возможно. В больницу, даже в морг. Я не представляю. Господи, я так боюсь. Господи, Господи. Своей головой думать надо. Сама до этого довела. Работа у нее. Ты опять на меня все валишь? Конечно, я виновата. Виновата в том, что замуж за абьюзера вышла.
который шагом не давал дальше кухни ступить. Это ты во мне всегда видела домработницу. А сам на концерт тоже опоздал. Может, она и не убежала бы. Я же Макса завозил в храм по его просьбе. А почему ты сейчас его не привез? Небось, опять он полночи в телефоне провел? Он и сейчас в храме. У них какая-то утренняя служба. Похоже, это заразно. В храме? Я думала, он у тебя дома. Поехали сейчас же за ним, и оттуда сразу полицию буду добиваться, чтобы начинали поиски сразу же. Если с Лерой что-нибудь случится плохое, я заберу детей. Говорите дальше. Угу. Захвати паспорт свой и Леркин. И свидетельство на всякий. Ну, вот так вот мы, таким образом мы, Катя меня гримирует, и в то же время мы повторяем, прогоняем наш текст. Ну вот, вообще, конечно, я испытываю огромное удовольствие от всего этого процесса, просто наслаждаюсь. И все это, кстати, совершенно случайно. Совершенно случайно. Понятно, это было мое решение пойти на курсы актерского мастерства к Насте Корезиной. Вот. Ну а потом как-то оно цепляет одно другое, появляются новые какие-то связи, знакомства, появились, установилась такие отношения с Мальвиной Третьяковой, и теперь вот мы с ней работаем очень плотно и уже продолжительное время. Предыдущие наши фильмы «Рассвет уже близок» и «Куда приводят хороводы», они находятся в производстве. Мальвина всегда, она работает тщательно, и, в общем-то, она всегда пользуется тем, что у нее очень много есть друзей, приятелей, знакомых, кто ей помогает над работой, над фильмами совершенно бесплатно. Даже актеры. Вот, допустим, актер Дончевский, да, который в «Трех мушкетерах» играл, он согласился у нее отыграть совершенно бесплатно. Вот. И так многие актеры. Так что не думайте, что актеры такие люди, которые без копейки денег и пальцем не пошевелят. Нет, есть актеры, которые ради любви к искусству, ради того, чтобы выручить своих тоже хороших друзей, проявляют такие благородные качества. Понятно, что деньги деньгами, но искусство превыше всего. Любовь к кино превыше всего. Что еще сказать? Вчера мы смотрели фильм, был просмотр, и мы ездили, опять же, по приглашению Мальвины к ней в киностудию, и там мы смотрели 3-ю серию фильма «И даже до края земли». Это история и ее путешествие. Это фильм художественный, но основан на реальных событиях о путешествии Мальвины Сергеевны по Европе. Вчера мы смотрели 3-ю серию. Вы тоже можете посмотреть это кино. И сейчас еще кое-что скажу интересное. Просто это достаточно легко найти. Стоит здесь написать. И даже до края земли. Здравствуйте.
Вы говорите на каком-нибудь славянском языке? Украинский, польский, может быть? Но. В общем, мне нужен монастырь. Я бы хотела там остановиться на... Этот отрывок тоже из фильма. Что пишешь? Дневник. Угу. Вячеслав. Мальвина. Приезжие? Да, я из Сибири. Работаю в Союзе на кассе. Но это временно, я только месяц как переехала. С кем живешь? С сестрой мы снимаем комнату у бабули. Образование есть? Ну, я училась на психолога. Бросила, это не мое. Понятно. Я могу помочь. Человеческая жизнь как чистый лист бумаги. Что захочешь, то и напишешь на нем. Можно писать прекрасную картину, а можно поставить кляксу, смять и выбросить в мусорную корзину. Чем увлекаешься? Стихи пишу. Хочу в кино работать. Дашь почитать? На досуге ознакомлюсь. Посмотрим, что можно из тебя сделать. Я все-таки генерал. Вот такой фильм. Фильм очень интересный. Мы вчера его смотрели на большом экране. Вы тоже можете его посмотреть. И даже «До края земли» называется. И оказывается, что работа над этим фильмом еще не завершена. Но вот эта серия «Румыния», вот мы вчера посмотрели ее приключения в Румынии, и будет еще приключение в Болгарии. И этот фильм еще монтируется, представляете? Съемки были в 2018 году. Даже не в 2018, в 2021 году были съемки, в 2021. И сейчас 25-й год, а фильм еще монтируется в производстве. Но говорят, вернее, Мальвина Сергеевна говорит, что в этом году мы увидим и 4-ю серию о путешествии уже по Болгарии. Ну, это одно путешествие, но вот оно разбито на такие вот участки. Так что, как видите, Мальвина находит замечательных актеров. Вот актер сейчас, который здесь мы видели, тоже, я думаю, все его знают. Так что, кто меня смотрит в Анапе, тоже присоединяйтесь к нашей интересной команде. У меня есть в ВК, ВКонтакте группа, которую я так и назвал. Раньше она называлась вот «Хороводы», куда приводят хороводы. Сейчас «Чудеса в рабочем порядке». Я ее просто переименовал, но продолжаю туда выкладывать снимки вот уже о съемках нового фильма. Погода стоит, в общем-то, хорошая. Я вчера возвращался поздно, и было замечательно так вот прогуляться. Что еще вам сказать? Так, вопросов никаких нету. У меня такие внимательные зрители, что не перебивают меня своими вопросами, только вот ремарки какие-то вставляют, вот, а спрашивать как бы, ну, наверное, им ничего и не интересно больше. Наташа продолжает работать. Об Андрее еще не рассказал. Друзья мои, сейчас расскажу о семье, а потом об Андрюхе. Так вот,
Наташа продолжает работать. Она просто взяла подработку. Говорит, что я буду сидеть дома. И вот она по 6 часов каждый день работает. Вот, даже без выходные не берет. Работа такая, можно сказать, простая, далекая от медицины. Но, тем не менее, Наташа говорит, что нужно делать какую-то физическую работу, чтобы вот быть в форме. Она вместе со своей коллегой там работает, тоже медиком. Что еще? Теперь, Маша учится в школе, Валя работает, продолжает работать в кофейне. И теперь об Андрюхе. Значит, это просто сенсация, маленькая сенсация. Мой друг Андрей ХР едет в Питер. В Петербург, друзья, он едет. Так что, если кто-то там сейчас находится в Петербурге, можете с ним там встретиться. Он выезжает 24 января. Он едет встретиться со своей дочерью Дианой, которую он не видел, наверное, очень-очень много лет. Наверное, лет 10 он ее не видел, если не больше. Она учится там, и они недавно, так скажем, стали часто переписываться. Андрей взял подарок, ноутбук, и повезет ей вот подарить, встретиться, погулять. Андрей уже забронировал жилье на Можайской улице, недалеко от Витебского вокзала. Я ему посоветовал съездить в Царское Село, в лицей Пушкина. В общем, пожелаем Андрею хорошей дороги, хорошей поездки. Я его здесь провожу на автобус. Он поедет на автобусе до поселка Верхнебаканский, а там пересядет на поезд, который вот будет прямой до Петербурга. Сейчас в Петербург прямых поездов нет. Он взял купе. Он любит пошиковать всегда. Вот, что ж, человек зарабатывает деньги, он имеет право их тратить так, как он хочет. Я-то ему пишу, Андрей, говорю, вот тут можно пешком дойти, вот тут пешком, говорю, тут, допустим, от Московского вокзала до Можайской улицы вот буквально полчаса ходьбы пешком. Он говорит, зачем? Он там тоже прогуглил, говорит, такси Яндекс 300 рублей стоит. Вот. Тем более, говорит, с вещами, зачем я буду идти пешком? Понятно, это я только вот так вот пешком хожу, копейки экономлю. А Андрей может позволить себе такси. Так что пожелаем ему хорошей поездки. Так, и все, друзья, давайте закончим теперь. Мы 1,5 часа были с вами в эфире. Вопросов никаких не поступило. Если вы хотите, то можете мне сейчас еще задать. Сейчас я пока вспоминаю, что у нас еще, какие события произошли. Никаких больше событий нет. О всех событиях я рассказал. О всех событиях я рассказал. Всем пожелаю добра в новом году, чтобы вы были всегда вместе со своими близкими, родственниками, любимыми. С любимыми не расставайтесь, как говорится в одном известном стихотворении. Чтобы мирное небо над вами было, чтобы не летали всякие там беспилотники, как вот у нас недавно. Об этом я рассказывал, кстати, в своей прошлой трансляции. И как люди переживали это
ужасное событие. Так что, ну, чтобы не было больше такого. Всем пока-пока.